Вчера был нанесен ракетный удар по аэродромам Луганска и Бердянска, на которых россияне базируют свои ударные вертолеты. Удар был нанесен американской тактической ракетой от КМС с кассетной боевой частью, что подтверждается продемонстрированными обломками. Российские военные блогеры заявляют о огромном ущербе авиации и персоналу вследствие этого удара. Быть может, даже случилась наиболее масштабная единоразовая потеря российской авиации за все время войны. На данный момент достоверно подтверждено кадрами уничтожение по меньшей мере 5 бортов, включая ударный вертолет К-52. Но в будущем информация будет обновляться, и вполне возможно, что потери окажутся более масштабными. Применимая ракета МГМ-140А от АКМС Блок-1 имеет дальность поражения 160 км, что меньше остальных версий с дальностью до 300 км. Но в то же время эта версия имеет наибольшую боевую часть весом 560 кг, в которой находится 950 суббоеприпасов. И как мы с вами смогли убедиться, они способны нанести серьезный урон. Появление такого дальнобойного оружия, способного поражать большие площади, несет большую угрозу авиабазам тактической авиации, что вынудит россиян перебазировать ее дальше от фронта, если они, конечно, не хотят ее потерять. А это означает, что вертолетам и самолетам придется дольше лететь до цели, а значит цель может исчезнуть. Также большее время подлета требует большего количества топлива, что приведет к тому, что борта будут иметь меньшую грузоподъемность касательно вооружения, а значит российская авиация станет менее эффективной на фронте. Отсюда можно сделать вывод, что само наличие и демонстрация возможностей таких ракет, даже без дальнейших пусков, уже окажет серьезное влияние на фронт. И это повод для Запада давать еще более дальнобойное оружие, которое будет иметь подобный эффект, но уже с большим радиусом. Восток. Российские войска продолжают свои наступательные действия с целью выйти на рубежи реки Оскол. Так бои сейчас идут в районе Лимана 1, Синьковки и Макеевки. Тем не менее, продвинуться у россиян нигде не вышло. В районе Бахмута украинским войскам удалось незначительно продвинуться на южном фланге, а именно фиксируется выход украинских подразделений к железной дороге, за которой начинается серая зона. Российские же позиции находятся ближе к трассе Горловка-Бахмут. В результате недели российского наступления на Авдеевку российским войскам удалось незначительно продвинуться в районе Опытного и Водяного на юге от города, по сути заняв серую зону. За это им пришлось заплатить высокую цену в виде большого количества потерянных солдат и техники, которую до сих пор подсчитывают по открытым данным, фото и видео. Тем не менее, их атаки продолжаются, но интенсивность явно снизилась. Юг. Основные события на юге продолжают разворачиваться на Токмакском направлении. Новых украинских продвижений тут не происходило. Напротив, россияне задействовали резервы и активно атакуют украинский Клин. Впрочем, и у них не выходит оттеснить фронт. Сегодня со стороны российских военкоров было опубликовано сообщение о якобы новом украинском плацдарме на левом берегу Днепра, где украинскому десанту удалось освободить 2 села в районе железнодорожного моста, а именно Пойму и Песчаневку. Косвенным подтверждением этого можно считать кадры обстрела украинских войск в районе железнодорожного моста через реку Конка. Впрочем, без механизированных частей вряд ли украинцам удастся далеко продвинуться. Спасибо за просмотр. Как всегда, буду благодарен поддержке видео лайками, подпиской и комментарием.